Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня у меня рецепт очень мягкого воздушного дрожжевого пирога на минеральной воде. Рецепт теста здесь очень простой и при этом всегда удачный. Из него можно готовить булочки, пироги, пирожки и даже пиццу. Выпечка получается очень воздушной, ароматной и вкусной. Для приготовления нам понадобятся сухие дрожжи, сахар. Если вы хотите сделать булочки с соленой начинкой, кладите сахара меньше. Молоко, минеральная вода, растительное масло, соль, мука. В миске смешиваем сахар и сухие дрожжи. Заливаем теплым молоком. Тщательно перемешиваем. Добавляем газированную минеральную воду, рафинированное растительное масло, соль. Перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой и убираем в теплое место на 1 час. Тесто должно увеличиться в 2 раза. По истечении времени достаем тесто. Разминаем его и делим на 8 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар и накрываем полотенцем или пищевой пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Берем по одному шарику и раскатываем в прямоугольник. Теперь с помощью ножа делаем продольные полосы на тесте, как показано на видео. На нетронутую часть теста выкладываем начинку. У меня сегодня вареная сгущенка. Я кладу 1 чайную ложку. Накрываем начинку тестом, запечатываем края и подворачиваем их в середину. Теперь заворачиваем все тесто в колбаску. Таким же образом формируем остальные булочки. В качестве начинки прекрасно подойдут повидло, творог или можно сделать соленую начинку, например, смешать твердый сыр и творог. Форму смазываем растительным либо сливочным маслом и выкладываем в нее булочки в форме круга. В форме у меня поместилось 4 булочки и одну я укладываю по центру. Теперь отправляем на расстойку примерно на 20 минут. Не забудьте накрыть полотенцем. По истечении времени проверяем булочки. Как видим, они уже поднялись. Желток смешиваем с молоком и смазываем сверху пирог. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Достаем, как только пирог подрумянится. Даем остыть, достаем из формы и угощаем родных. Посмотрите, какой замечательный получился пирог. Золотистый, аппетитный, мягкий, слоистый и очень вкусный. Из остального теста я приготовила булочки с разными начинками и разными формами. Новое видео совсем скоро выйдет на моем канале, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропустить его. Друзья, а что бы вы приготовили из такого теста? Пишите в комментариях.
У него очень вкусное, воздушное и нежное тесто, а начинка сочная и отлично гармонирует с ним. Замечательный пирог во всех отношениях. Оставайтесь со мной и будем готовить вместе. Нам понадобится вишня, сахар, крахмал, мука, сахарная пудра, сливочное масло, разрыхлитель, сметана, соль. Из данного количества продуктов у меня получилось 2 пирога диаметром 22 сантиметра. Первым делом приготовим тесто. В миске смешиваем все сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, сахарную пудру. Перемешиваем. Добавляем сливочное масло и быстро перемешиваем вилкой или руками. Честно скажу, руками намного быстрее и удобнее. В итоге получите песочное рассыпчатое тесто. Добавьте сметану, желательно брать пожирнее, и замешиваем однородное тесто. Оно липкое, но пусть вас это не пугает. Ему нужно отдохнуть, и тогда оно станет более эластичным и менее липким. Отправляем его в целлофановый пакет и поместите в холодильник на 1 час. Пока тесто отдыхает, займемся вишней. Ягоды вымойте, обсушите и удалите косточки. Если вишня замороженная, предварительно разморозьте ее. Отправляем вишню в сотейник и ставим на средний огонь. Когда вишня даст сок, добавляем сахар и крахмал. Перемешиваем и увариваем еще минуту. Масса должна загустеть. Снимаем с огня и остужаем. Такую вишневую начинку можно использовать для пирогов, пирожков, тортов, блинов. Делим тесто на 2 равные части. Рабочую поверхность хорошо припыляем мукой и раскатываем тесто в прямоугольник толщиной примерно 3 мм. Разрежем тесто на полоски шириной 7-8 см. В центр каждой полоски выкладываем начинку. Слишком много не кладите, так как будет неудобно защипывать края. Формируем трубочки с вишневой начинкой, так как показано на видео. Тесто чуть неподатливое, плохо скрепляется, но в итоге получите очень вкусную выпечку. Пальцы периодически макайте в муку и продолжайте защипывать края. Начинка должна быть полностью покрыта тестом, как в мешочке. Защипываем сверху и по бокам. Подготовим противень. Пергамент хорошо покомкайте руками, так его проще укладывать в форму. Выкладываем заготовки плотно друг к другу, начиная с центра, имитируя спираль или улитку. Отправляем форму в предварительно разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. С учетом особенностей вашей духовки. Готовый пирог вынимаем из формы. Перекладываем на блюдо и даем ему слегка остыть. Посыпаем сахарной пудрой. Нарезаем улитку на порционные кусочки и подаем к столу. Можно с шариком ванильного мороженого. Оно идеально подойдет к этому пирогу. Пирог получается очень вкусный, потрясающе воздушный, мягкий, начинка сочная, в меру сладкая. Тесто и начинка прекрасно дополняют друг друга. Очень рекомендую приготовить этот пирог. Он прекрасно подойдет к семейному чаепитию. Сегодня мы приготовим очень мягкий, воздушный пирог с вареньем. Готовится он быстро, очень просто, а варенье можно брать абсолютно любое. И украшать также можно на свой вкус. Я сегодня использую измельченные орехи. А вот так пирог выглядит в разрезе. Очень нежный, воздушный и вкусный. А теперь перейдем к рецепту.
Для теста нам понадобятся яйца, сахар, ваниль, молоко, растительное масло, мука, разрыхлитель, для начинки варенье. Готовить пирог я буду в 2 этапа. Ингредиенты для теста делю ровно пополам. Для первого коржа в миску насыпаем 4 столовые ложки сахара, добавляем 2 яйца. Ваниль немного, чтобы не было горечи в тесте. Тщательно перемешиваем. Добавляем 50 мл молока. Снова перемешиваем. Можно уделить этому чуть больше времени, чтобы сахар растаял. Но в пышную пену взбивать не нужно. Рафинированное растительное масло. И снова перемешиваем. Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Тщательно вымешиваем тесто. Оно должно быть однородным, без комочков. Форму застилаем пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 22 см. Выливаем тесто. Аккуратно равняем его и отправляем в заранее разогретую духовку на 15 минут. Температура 180 градусов. В качестве начинки я буду брать клубнику в сиропе. Совсем недавно на моем канале вышел видеоролик с этим рецептом. Ссылку оставлю в описании под видео. За 5 минут до окончания выпекания первой порции пирога начинаем готовить точно такую же. Напоминаю, что я поделила ингредиенты для теста на 2 части. Некоторые хозяйки для этого рецепта замешивают все сразу и просто делят тесто пополам. Сначала выливают одну часть, а вторая половина ждет своей очереди. В принципе, тесто готовится очень просто, поэтому мне несложно замесить вторую порцию отдельно. Яйца, сахар, чуть ванили, перемешиваем, молоко, растительное масло, мука, разрыхлитель. Все точно так же. Тесто готово. Достаем пирог из духовки. Вот такой румяный он получился. Сразу же горячий пирог смазываем вареньем. Я немного оставлю для украшения пирога, буквально 2-3 столовые ложки. Аккуратно равняем, чтобы слой был равномерный. Теперь сверху выливаем вторую часть теста. Если нужно, поправляем и снова отправляем в духовку на 15-20 минут выпекаться. Температура 180 градусов. Еще горячим смазываю верхушку остатками варенья. Орехи. У меня кэшью я подсушила на сухой сковороде и измельчила с помощью блендера. Орехи можно брать абсолютно любые. Посыпаем наш пирог. Даем чуть остыть. Снимаем кольцо. Кстати, пирог отлично отошел от стенок, хотя мы их ничем не смазывали. Переносим на тарелку. Особенно вкусен этот пирог в остывшем виде. Готовила я его вечером, а утром уже подавала к чаю. Пирог получился очень мягкий, воздушный, с приятным ароматом и вкусом клубники. Вот такой шикарный разрез. Хоть мы выпекали его в 2 этапа, коржи отлично пропеклись. Нижний корж пропитался вареньем. Друзья, настойчиво рекомендую приготовить этот пирог. День выпечки. Готовим очень вкусный и сытный пирог. Песочная тающая во рту основа и нежная сочная творожная начинка с маком. Это очень вкусно, как чизкейк, а главное, готовится очень просто. Для приготовления теста нам понадобится мука, яйца, сахар, сливочное масло, разрыхлитель. Мак заливаем крутым кипятком и оставляем на столе на минут 20.
Затем воду сливаем через сито. В миске смешиваем яйца и сахар, взбиваем миксером на малых оборотах до растворения сахара. К полученной массе добавляем теплое растопленное сливочное масло. В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем. В мучную смесь выложить яичную смесь. Перемешиваем все ложкой. Затем вымешиваем мягкое тесто. Дно формы застелить пергаментом. Распределить тесто руками по форме, сформировав дно и бока пирога. У меня форма диаметром 22 см. Если у вас останется лишнее тесто, из него можно выпечь печеньки и украсить ими пирог. Форму с тестом убираем в холодильник, а пока приготовим начинку. Нам понадобится мак, творог, яйца, сахар, крахмал любой, ваниль. Творог, яйца и сахар перебиваем блендером. Добавляем к творожной массе ваниль и крахмал. Перемешиваем. Теперь очередь заранее подготовленного мака. Тщательно перемешиваем. Начинка готова. Достаем форму с тестом из холодильника. Выкладываем начинку и равняем ее ложкой или лопатой. Выпекаем пирог в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов 50-60 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Готовый пирог остужаем при комнатной температуре. И желательно дать ему созреть в холодильнике, оставив его там часов на 8-10. Очень мягкое песочное тесто и нежная начинка. Скажу честно, мне этот пирог по вкусу нравится больше на второй день после выпечки. Вообще творожной выпечке всегда нужно дать настояться, так она намного вкуснее. Друзья, готовьте вместе со мной и оставляйте отзывы в комментариях под видео. Делитесь рецептом в соцсетях и не забудьте подписываться. Впереди еще много вкусных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита! Сегодня приготовим вкуснейший десерт. Очень простой, невероятно нежный и сочный сахарный пирог с хрустящей корочкой. Несмотря на отсутствие начинки, из-за сливочной заливки кажется, что он с кремом. Такой пирог очень мягкий, ароматный и будет лучше любого торта. И готовится он очень просто. Для теста нам понадобится молоко, яйца, дрожжи, ваниль, сахар, сливочное масло, мука, соль. Для посыпки сливочное масло, сахар, ваниль. Для пропитки сливки. Количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 22 см. Если у вас форма побольше, просто пропорционально увеличьте количество продуктов. Сначала приготовим опару. В миску наливаем теплое молоко. Добавляем столовую ложку сахара, сухие дрожжи. Перемешиваем. Накрываем полотенцем либо пищевой пленкой и оставляем в сторону подходить. Это займет минут 20-30. Пока дрожжи активируются, подготовим остальные продукты для теста. Сливочное масло у меня недостаточно мягкое, я чуть подогрела его в микроволновой печи. Вводим по одному яйцу и хорошенько перемешиваем. Добавляем ваниль и 1 столовую ложку сахара. Перетираем все в однородную массу. Можно воспользоваться блендером или миксером на малых оборотах. Тем временем дрожжи поднялись пышной шапкой. Выливаем их в масляную смесь и аккуратно перемешиваем. В 2-3 приема добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Оно получается очень липкое, но пусть вас это не смущает. Работать руками с тестом не придется.
Я муку использовала не всю, у меня чуть-чуть осталось, я ее не стала добавлять, чтобы не забивать тесто. Миску смазываем растительным маслом, отправляем туда тесто, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место примерно на час, пока тесто хорошо подойдет и увеличится в объеме в 2-3 раза. А пока приготовим сахарную крошку для посыпки пирога. В плоскую тарелку высыпаем 80 грамм сахара и добавляем 50 грамм сливочного масла. Масло берем из холодильника, предварительно размягчать его не нужно. Вилкой разминаем масло и сахар, пока не получится сахарная крошка. Тарелку с готовой крошкой на время убираем в холодильник. Дно формы для выпечки я застелила пергаментной бумагой, бока смазывая сливочным маслом. Спустя час проверяем тесто, смотрите, какое оно пышное. Снова разминаем его. Перекладываем в подготовленную форму. Руками, смазанными растительным маслом, равномерно распределяем. Отправляем минут на 20 на расстойку. В теплое место, обязательно чем-нибудь накройте. Как видим, пирог поднялся и стал пышным. Окунаем указательный палец в растительное масло. По всей поверхности делаем пальцем углубление до самого дна. Вынимаем из холодильника сахарную крошку и засыпаем всю поверхность пирога. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов и выпекаем минут 30, пока пирог слегка зарумянится. Теперь делаем проколы зубочисткой либо деревянной шпажкой по всему пирогу. И поливаем сливками по всей поверхности выпечки. Удобнее это делать с помощью столовой ложки. Сливки моментально впитываются в уже пропеченное пористое тесто. Я использую сливки жирностью 15%, но можно взять и более жирные, и менее. Возвращаем пирог в духовку и доводим до готовности еще минут 10, пока он хорошо зарумянится и сверху образуется хрустящая корочка. Даем ему остыть и достаем из формы. Сахарный пирог – это очень вкусно. Тесто мягкое, воздушное, пропитанное, как нежным кремом. Такой пирог можно приготовить вместо торта на торжество. Притом он получается настолько вкусным. Берешь один кусочек, и рука уже тянется за следующим. Попробуйте приготовить этот десерт. Очень рекомендую. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях, вам не сложно, а мне будет приятно. И не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита! У меня на канале есть целый плейлист с тортами и пирогами. Ссылки на экране и в описании под видео.